Всем привет! Вы вновь на канале Чайник под парусом. Многие из вас знают, а некоторые, возможно, слышали о том, что рыбалка в океане имеет свои специфические особенности. А именно, зачастую рыба, которая клюет на вашу наживку, оказывается значительно крупнее, чем вы рассчитывали. В результате снасти оборваны, наживка уплыла вместе с крупной рыбой, вы и без рыбы, и без снастей. Даже если у вас клюнула относительно маленькая рыбка, совершенно не факт, что вы ее поднимете. У нас такое было. Следом приходит большая рыба, заглатывает целиком вашу маленькую рыбку, вместе с вашими снастями, вместе с вашей леской, все уходит в океан. Обидно, грустно, досадно. Чтобы минимизировать подобные риски, люди используют вот такую вот толстую леску. 0,8-0,9 мм и большего диаметра. Все здорово, данная леска прочная, но она очень плохо вяжется в узлы. Узлы получаются громоздкими, сложными, некрепкими. Чтобы решить эту проблему, люди стали использовать вот такие вот втулочки. Они есть самых разных видов, продаются и в рыбацких магазинах, и на Алиэкспрессе. Миллион разновидностей, клещей для их обжимки. На самом деле держат эти втулки очень хорошо, если их правильно обжать. Вот. Но тут встает новая проблема. Ушко, сквозь которое проходит вот эта петелька, как правило, сделано из достаточно тонкой проволоки. И в результате при больших усилиях, если клюнет крупная рыба, возникают очень сильные локальные, очень большие локальные напряжения, которые в конце концов деформируют леску и вполне могут ее оборвать. Мой опытный товарищ подсказал мне, что в таких случаях нужно вот сюда вот на петельку одевать трубочку. Таким образом происходит разгрузка лески, она не ложится малой площадью на железное колечко и, соответственно, разгружается. И в этом месте прочность узла увеличивается. Но, как оказалось, трубка ПВХ не лучший материал. Вот здесь вот, я не знаю, смогу показать или нет, я не хочу его выбрасывать или раздербанивать. Там видно, что вот в центре, когда крупная рыба сильно дернула, леска поползла во втулке и прорезала трубочку. Таким образом, она не вынесла нагрузок, и, соответственно, трубка не вынесла нагрузок, и, соответственно, в этом узле произошел обрыв. Чтобы усилить ее, нужно было найти какую-то другую трубку. Ну, первое, что приходит в голову, нейлон. Очень прочный пластик, из него, кстати, делают лески, но тонких нейлоновых трубочек мне найти не удалось. Решено было изготовить подобную трубку самостоятельно. Поехали. Итак, разумеется, нам потребуется тонкая леска. Я использую 0,4, но, в принципе, на мой взгляд, идеально будет даже и 0,3 мм. Вот. Для миллиметровой лески 0,9, 0,8, 0,3, 0,35 будет идеально подходить. 0,4, в принципе, тоже. Шуруповерт, маленький патрон, промышленный фен и направитель горячего воздуха. Леску нужно любым способом зафиксировать так, чтобы мы ее могли наматывать плотно, виток к витку с натягом. Чтобы она очень плотно, с приличным натяжением сидела у нас на спицах. Вот я просто завязал петельку, в принципе. Этого оказалось достаточно. Вот теперь начинается процесс неспешного наматывания. Плотно, виточек к витку, с натягом. Лесочка ложится на спицу. Спица 0,9 мм выбрана не случайно. Дело в том, что леска у меня имеет диаметр 1 мм. И мне хотелось, чтобы вот эта вот пружинка или трубка, как ее правильно назвать, садилась плотно, без люфта.
На мой взгляд, это правильная тактика, чтобы витки при большой нагрузке не расползались и чтобы внутренняя леска не могла продавить внешние витки. Вот после намотки нужно второй конец тоже зафиксировать любым способом. Ну, я накинул просто несколько петелек и затянул их. Этого, в принципе, оказалось достаточно. Вот. Одна петелечка. Ну, там, не помню, 2 или 3 петельки я завязал. Все, уже леска сидит, не раскручивается. Теперь задача правильно прогреть леску так, чтобы она размягчилась, но при этом еще не расплавилась. То есть нужно это для того, чтобы молекулы правильным образом сориентировались, снять внутреннее напряжение, и чтобы они запомнили свое новое положение. Тут важно именно правильную температуру выдержать. Оптимальной, на мой взгляд, температурой является 170 градусов. Дело в том, что нейлон начинает плавиться при температуре 220, вот, а при 170 он начинает размягчаться. Вот я показываю, что там действительно 170 градусов. Сейчас я добавляю немножко поток воздуха, чтобы дул посильнее, чтобы побыстрее все это дело у нас прогрелось. Ну и вращаю это уже так, для более равномерного прогрева. Важно, чтобы прогрелось полностью на всю толщину лески. Пытаюсь поправить спицу, чтобы меньше биения были, но не получилось. А сломать мне не хотелось ничего, переделывать всю эту работу. В принципе, поскольку все это довольно тонкое, прогревается довольно быстро, поэтому погрел пару-тройку минут, наверное, где-то. И, в принципе, на мой взгляд, этого достаточно. Это вот я проверяю правильность выбора температуры. То есть я вижу, что там леска размягчилась, кончик лески, и стал такой резиноподобный, в общем, стал. Нужно немножко подождать, но поскольку оно тоненькое, то остывает все очень быстро, то есть для того, чтобы леска остыла и запомнила свое новое положение. Леска слегка прилипает к спице, поэтому, чтобы ее струнуть с места, приходится такое приличное усилие прилагать. Вот сейчас я ее, вот это вот я сдвигаю ее, первый рывок такой, а дальше она уже пойдет легко. Вот она сходит. Вот она, пружинка в готовом виде. Вот после того, как трубка была
изготовлено. Даже это не трубка, а плотная пружинка получается. Был отрезан кусочек необходимой длины. Итого, значит, вот на леску мы одеваем втулочку. Далее накручиваем, потому что она очень плотно садится. Внутренний диаметр моей пружинки примерно на 0,1 долю миллиметра меньше, чем диаметр лески. Таким образом, она садится очень плотно, что дает дополнительную прочность всему этому узлу. Одевается очень туго. Вот видно, да, что я ее немножко специально растянул, что она оделась. Вот так вот она выглядит виток к витку. Далее, если вам нужно одеть сюда крючок, либо проушину карабинчика, либо еще что-то, и заводим во втулочку. Обязательно, это прямо очень обязательно, сильно натянуть при обжиме, чтобы витки пружинки плотно сомкнулись друг с другом. Поэтому, когда вот я жму, я ее еще и натягиваю на первом этапе. У меня нет, я не использую специальные клещи. Меня вполне устраивает, как обжимают плоскогубцы. Получается довольно аккуратно и прочно. Ну, здесь на конце нужно будет наплавить шарик для надежности. Ну и, в общем-то, и все. Получается вот такая вот прочная петелька. И в случае экстремальных нагрузок совершенно определенно можно сказать, что порвется в любом месте, но вот этот узел останется целым. Всем пока.